Ну что, выхожу из дома первый раз за 2 недели. Так, ну, дубль 2, потому что на этаже была какая-то ужасная реверберация. Я первый раз за 2 недели вышла на улицу. Тут классный снег, и мне нравится. Попробовала выставить другой баланс белого, потому что было что-то темновато. Как я рада, что еще везде лежит снег. Потому что вчера или позавчера меня спрашивал кто-то из иностранных друзей, как у нас типа зима. Холодно ли еще? И я сказала, что да, и снег лежит, и это офигенно. И они такие, типа, ты любишь холод? Я говорю, нет, я люблю, когда сезон такой, как он должен быть. То есть у нас 4 сезона в нашем регионе. Я люблю, когда зимой снег, когда летом тепло и жарко, и солнечно. А когда зимой снега нет, а летом приходится носить куртку, я не люблю. Поэтому я очень рада. Я вот 2 недели пролежала дома, сейчас вышла, собственно, зачем? Сдать повторный ПЦР и повидаться с терапевтом, чтобы мне продлили больничный. И что за эти 2 недели произошло? Я, конечно, начала выздоравливать, но из-за недостатка движения дома особенно ходить некуда, только вокруг кровати на кухню самый длинный маршрут. Балкон у нас не застекленный, поэтому я сидела просто в комнате, в помещении. Я, во-первых, отвыкла от воздуха свежего, а во-вторых, что самое меня сейчас тревожащее, у меня атрофировались нафиг все мышцы и все связки и суставы, они забыли просто как двигаться. И позавчера у меня просто свело бедро, я проснулась от того, что у меня свело бедро. И сейчас вот я иду в поликлинику. Вы, наверное, уже слышите, у меня началась одышка, хотя я иду довольно медленно. И у меня то голеностоп заболел, то связка под коленкой заболела. Я просто чувствую себя как старый дед. Хотя я просто 2 недели не выходила из дома и сидела на карантине. Это просто ужасно. Притом, когда я летом болела и 2 недели сидела дома, такого не было. Вот. Ну что, предчувствую адок. Вот она, наша поликлиника. Говорят, там хреново туча людей. А еще не чищены дорожки. Сейчас несколько раз чуть не подскользнулась. Пожелайте мне удачи. Не была здесь с прошлого года. И еще бы столько бы же не приходила бы. В общем, хотела я запечатлеть этот знаменательный момент попыток найти мой мозг. Ну, в смысле, как бы берут ПЦР. Но постояв в гигантской очереди в маленьком помещении без открытых окон, я уже забыла обо всем на свете. Единственное желание было поскорее выйти. В общем, адок, как я и предполагала, действительно был. Слава богу, это закончилось. Продлять больничный буду дистанционно, потому что еще раз стоять в очереди или ждать я уже просто не могу. И, кстати, забыла сказать, когда рассказывала про свои симптомы. После выхода с новогодних каникул за первые 4 дня у меня очень сильно стали болеть глаза и сушиться. Как только я ушла на больничный, это прекратилось. То есть я купила даже капли для глаз, капала их, но пока я проводила каждый день за компом из-за учебы, они очень сильно сушились, болели и ничего не помогало. Как только я ушла на больничный и перестала сидеть за компом, все прошло. Вот такие дела. После взятия ПЦР хотели купить лекарства, потому что еще когда мне звонили врачи на прошлой неделе, мне насоветовали кучу лекарств, ну точнее, большая часть из них витамины. И судя по состоянию моих мышц, я поняла, что это действительно необходимо. Но в аптеке при поликлинике был только витамин А мне нужен еще цинк, селен, причем по отдельности, и какой-то еще витамин, по-моему, В. Вот. И проблема в том, что он был не в подходящей дозировке. Поэтому сейчас иду в другую аптеку. Надеюсь, там будет все, что нужно. И я пойду домой. У меня случился культурный шок. Я 2 недели видела максимум 1-2 человека в день.
А потом пришла в поликлинику, а там миллион людей на квадратный сантиметр просто. Хочу домой. Ну что, почти 2 часа. Вышла я где-то в 11. Я бы сказала, что это даже too much для первой прогулки за 2 недели, но делать нечего. Транспортом пользоваться пока рискованно, пока нету отрицательного теста. Иду домой, буду обедать и принимать лекарства. Пока.